Видеоигры — это искусство, и если кто-то считает иначе, то я могу предложить ему пойти и дальше считать иначе. Прекрасно понимаю, что не все то золото, что... Только игры могут дать нам то единственное, чего не даст ничто другое. Возможность сдохнуть бесконечное количество раз без вреда для здоровья. Моя история знакомства с играми — это то самое классическое стихотворение. Ночь, улица, фонарь, аптека, 90-е детство, подарок, порча зрения. Но это было не Денди, а еще один из бесчисленных клонов Nintendo под названием King Leon. Я знаю, что правильно не Леон, а Лая, но... Я так чувствую. В коробке ожидал своего часа стандартный сухпай. Желтый картридж многоигровка. И как я по прошествии времени понял, оригинал японской Dewey Quest. Как его туда занесло? А ну хер его знает. Пути пиратства неисповедимы. Далее по ГОСТу изготовления ностальгирующих детей из 90-х Sega, PlayStation. В 2000-х появился ПК. Ностальгировать врачи рекомендуют не чаще 4 раз в неделю. Для профилактики преждевременного брюзгоизвержения. Много лет спустя я ознакомился со статьей на Википедии о поколениях консолей. И оказалось, что игровая индустрия — это не только Денди и Sega, а огромный зоопарк из приставок конкурентов, о которых мы в детстве и понятия не имели. Как происходило развитие видеоигровой индустрии, я подчерпнул из канала Дмитрия Бачила и его цикла 16 бит тому назад. Собственно, я и решил восполнить этот жирный, как твоя туша, пробел и поиграть во все, что можно поиграть, и пройти все, что можно пройти, начиная от первых поколений. Понятно, что искать и скупать оригинальные железо и картриджи не вариант, поэтому выбор пал на эмуляторы, подбор и ковыряние в настройках которых для меня это отдельный вид извращенного удовольствия. Собственно, к чему это вступление? Внезапно захотелось поделиться опытом. Правда, не пойми с кем. Ведь I have no подписчиков and I have no просмотров. Так что этим опытом, вероятнее всего, я буду делиться с самим собой. Но не беда, шизофреники общаются сами с собой и ничего. Примерная карта поколений выглядит так. Затрагивать первое и второе не имеет смысла, поскольку в первом различные вариации одного и того же понга, где палка лупит квадрат и наоборот. А во втором игры еще недостаточно развились и были рассчитаны не на прохождение, а на набор очков. Набивать очки в повторяющихся уровнях не моя тема. И не ваша. Поэтому отбрасываем 2 костыля и сразу залетаем здоровыми ногами в третье поколение 8-битных систем. И первая в расстрельном списке консоль большинству известная и многими любимая Nintendo Entertainment System. Или NES. Или Dendy. Или иди на... Я попробовал на зуб все игры этой консоли, и многие прошел. Мы прикоснемся ко всем играм этой системы, или умрем пытаясь. Предупреждение. Далее, хотя в принципе и ранее, будет высказываться только мое, согласованное лично со мной и одобренное мной же мнение. А большего мне и не надо. И начать следует с установки и настройки эмулятора. По моему мнению, лучшим является эмулятор Nestopia. Для того, чтобы настроить графику, графику, необходима версия эмулятора 1.5.1. Также нам понадобится ROM-сет с играми. Если вдруг кто-то спросит, где взять все это богатство, ну мало ли, может есть такие, то мой ответ – естественно в рецензионных магазинах, без рекламы. Название лучшего из них начинается на root и заканчивается статьей. Также нам понадобится хороший геймпад. Лет 8 назад я приобрел геймпад Xbox One и не прогадал. Аппарат до сих пор как новый, ни одна кнопка не запала и работает не подвисая. Однако меня очень долго отталкивала от покупки эта ублюдская тема с батарейками. Да уже в то время китайские геймпады поголовно были оснащены встроенными аккумуляторами. Но Microsoft нет уж, буду лупить отсеки для батареек. Я так чувствую. Единственное оправдание для меня этого странного консерватизма, так это договор с фирмами по производству батареек на проценты с продаж этих долбанных батареек. Если что, они окружающую среду загрязняют, и их нельзя выбрасывать. А необходимо сдавать в специальные пункты приема батареек, которые вообще где-то существуют. Решение проблемы постоянной замены батареек я нашел в приобретении аккумуляторных батареек и устройства для их зарядки. Позже на маркетплейсах появились аккумуляторы для геймпадов Xbox. Получается, одновременно избавил себя от лишних трат и защитил окружающую среду. У установки и настройки эмулятора Nestopia в принципе нет ничего сложного. В целом его и устанавливать-то не нужно, просто распаковываешь архив. Запускаем экзешник и появляются папки читов, сейвов, патчей, скриншотов. Заходим в опции, выбираем язык. Заходим в управление, выбираем геймпад и назначаем клавиши. Касательно сохранений и загрузок. Игры того времени вообще не церемонились с игроком, и геймпады летели только так. Пройти игру из-за уровня сложности часто не представлялось возможным, по крайней мере для меня. Лично я в детстве не прошел ни одной игры на эту консоль. Назначаем сохранение на правый курок, а загрузки на левый, и теперь можно переигрывать сложный момент 100 раз в секунду. Звук трогать смысла нет, разве что убавить на мастер-канале. Теперь перейдем к настройкам графики. Чтобы видеть изменения, включим какую-нибудь игру. Заходим в настройки видео, выбираем видеокарту и размер вашего экрана. Самое главное, выбираем фильтр XBR и получаем очень хорошее сглаживание пикселей. Полноэкранный режим Alt плюс Enter. Как-то так. Далее уже будем щупать сами игры. Получи и подпишись. Бей в набат, разомни большой палец.